Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Продолжаем нашу серию блогов из мастерской. Рассказываю о происходящем у нас здесь. У нас здесь ЛТшка подвисла. Разобрали, сняли дроссельный узел для замены топливных шлангов. Я об этом уже рассказывал. Выяснилось, что у нас здесь убитый трос обратки, пока не знаю, что с ним делать. И у нас здесь убитый шланг картерных газов. Очень востребованная запчасть, весь растресканный. В общем, надо его менять. Нашли новый, заказали, ждем. Едем дальше. Итак, я закрепил неподвижную щеку на приспособлении. Это приспособление закреплено просто в кулачках. Кулачки у меня довольно-таки точные, польские. Все это дело проточено, поэтому я вполне нормально на него полагаюсь, но само собой контролирую. Приспособление сделано за одну установку, сжимает две плоскости, фиксирует, полностью имитирует крепление на коленвале, только без шлицов. И вот у нас индикатор, соответственно, уперт в неизношенную часть щеки, то есть здесь у нас можно измерить самое максимальное биение с самой максимальной погрешностью. И по итогу, вот у нас, сейчас мы вот тут выставим 0, примерно какой-то. И вот у нас биение. Вот от 1 сотки до 5 соток. То есть вариатор на эту оправку у меня устанавливается с биением 4 сотки. Это практически, вообще, мне кажется, он настолько точно на мопеде не установлен. Коленвал при перепрессовке шатуна допускает биение 8 соток, это только коленвал. А здесь удалось вот такого вот биения достичь. Вот, потому что старую оправку, которой я пользовался, у меня как-то на нее получалось раньше ровно крепить. Но это было 5 лет назад, я уже всех нюансов не помню. Тут начал пытаться, что-то все криво, жутко, косо. Пришлось продумывать эту технологию заново. Раз мы вспоминаем давно забытые технологии и возвращаемся в прошлое. Хотя, конечно, вся эта проточка не имеет большого смысла. По-хорошему, такое надо выкидывать. Хочу вам вот что показать. Я просто в процессе проточки, может быть, и не достану камеру. Я думаю, что индикатором и так будет все прекрасно понятно. Значит, вот у нас щека зажата. Там неважно, я сильно там 0 искать не буду. Нет, не столь принципиально. Вот она у нас зажата с минимальным биением 4 сотки. Спускаем индикатор на место выработки, примерно какой-то максимальный. И видим вот 25. В общем, в этом районе видим кривизну уже 0,5 миллиметра. Вот здесь вот видим кривизну 0,5 миллиметра. Вот здесь вот видим кривизну 0,4. Понятно, к меньшему диаметру. А потом смещаемся на неизношенную часть. И видим здесь кривизну меньше 1 сотки. Логично, что к большему диаметру, плечо, не плечо как-то. Диаметр увеличивается, и там полсотки здесь превращаются в 4 сотки здесь. Это абсолютно нормально. То есть весь вариатор изнашивается, у него по окружности в одной точке яма больше на 0,5 миллиметра, чем в другой. Происходит это почему? Потому что там, где у нас рабочий ход цилиндра, мотор одноцилиндровый, выработка происходит больше. И имеем мы на мопеде две щеки, у которых яма всегда больше в одном месте. Как итог,
когда кто-то разбирает вариатор и не ставит на нем вот такую вот пометочку, а потом переворачивает эти щеки друг относительно друга, естественный ресурс ремня и всего остального тоже сокращается резко, появляются лишние вибрации, потому что здесь бугор, тут яма, ну и все это, короче, очень-очень печально. Сейчас я постараюсь сделать один проходик, может, начнем с полмиллиметрика и покажу, как это выглядит. Вот. Но вообще я придерживаюсь мнения, что вот это надо выбрасывать уже в таком виде и покупать новое, потому что вся эта проточка, это, ну, глобально говоря, нецелесообразно, как минимум из-за втулки, про что я говорил в прошлый раз, а как максимум из-за того, что просто пока ты это все правильно настраиваешь и так далее, ты тратишь столько времени, что в пересчете на стоимость нового варика это получается практически аналогичная тема. Думаю, прекрасно видно, наглядно, что вот здесь вот у нас яма чуть меньше, вот здесь вот яма глубже. Но продолжим. Это у нас черновые проходы, я здесь с охлаждением не парюсь пока. Ну что, снимаем еще полмиллиметра вот в этой вот плоскости. Итак, вот сейчас видно более наглядно. Но этот проход был такой, последний черновой. Сейчас я измерю глубину ямы и сделаю чистовой проход уже без камеры, но уже такой более медленный и чистый. Значит, это получается 34. 4 десятки. То есть... Так, продолжаем. У нас наконец-то собирается 400-ка. Короче, как дело пошло, так в итоге, раз уж мы настроились, решили мы поточить немножко вариков. Видео обязательно будет, почему их не надо точить, но, короче, уже поточили. Вот. Будем ставить на этот мопед проточенный варик, сейчас настраивать его. Сейчас пока морду поставили, меняются колодки, масло в редукторе поменялось, ремешочек новый приготовил. Вот, кстати, фаска, про которую я говорил, вот она, белого такого цвета, светлого, в обратную сторону. Если мы сравним этот ремень с бэушным, то на бэушном ремне вот уже ровная поверхность, а тут вот такая. Разница в ширине ремней где-то примерно 2,2 миллиметра. С передних щек мы сняли примерно
2,5, 2,7. Ну, еще чуть-чуть втулочку укоротим на миллиметрик. Привет, друзья! У нас новый день, но это видео будет продолжением. Я хочу вам сейчас показать один момент из сборки вариатора. Вот у нас задние щеки, именуемые торк-драйвом от вот этого вот мопеда. И сейчас мне надо собрать варик и, соответственно, продуть это все дело от грязи. И я хочу, чтобы вы прямо на видео посмотрели, сколько там этой грязи. Мы просто выйдем на улицу, потому что если мы сейчас начнем это делать в помещении, то мы офигеем. Смотрите. Я затыкаю пальцами нижний подшипник, потому что там смазка, и эта пыль там совершенно не нужна. Думаю, здесь комментарии излишни. И это только часть вариатора. И самое главное, что надо понимать, что большая часть вот всего, что я сейчас продул, это продукты износа. Ремня, сцепления, чего-то еще, шкивов. То есть в основном, допустим, продукты износа сцепления, фрикционные накладки, это абразивный материал, который мало того, что нарушает охлаждение, так еще и упиливает все остальное. Поэтому делайте ваши выводы сами. Итак, друзья, мы продолжаем. У нас сейчас уже в работе 650-ка. Про нее я, может быть, расскажу завтра в подробностях. Тут у нас уже снята трансмиссия. А сегодняшний блок я хочу завершить 400-кой, вариатором, который проточен и собран, и показать, как это все у нас работает. Интересно нам в этом всем деле соотношение скорость-обороты. Запускаем двигатель. Я на ней уже катался. Что мне не очень понравилось, что он трогается в 4-4,5 тысяч при живом сцеплении. Но это просто легкие грузики, я так думаю. Потому что соотношение скорость-оборота у него вообще достаточно хорошая, и разгоняется он бодро. Смотрим. То есть реальный показатель у нас примерно 165-170 км в час по родному спидометру на грани красной зоны. В общем, можно было бы, конечно, заморачиваться и пытаться снизить обороты еще, но в целом даже не знаю, есть ли в этом смысл. Едет он прекрасно, на трассе он тоже будет чувствовать себя прекрасно, грузики у него стоят пули, скорее всего грамм 17. Вот, будет работать, но моя рекомендация 1000 через 15 замена всех щек вместе с ремнем, грузиками и всем остальным. Вот, и промежуточный не забыть обязательно его почистить. Так что такая вот ситуация. Собственно, подытожить хочу вопрос проточки вариков в целом. Когда у нас имеется сильный износ, задние щеки мы по-хорошему вообще не можем проточить, потому что мы ничего с ними не можем сделать для того, чтобы их приблизить. Конкретно применительно к Skyway, я сейчас не буду говорить про BMW C650, там немножко больше сделаны запасы, и там, ну, как бы чуть-чуть допускается, как я считаю. Со Skyway, если мы имеем реально там 3-4 мм выработки, пытаемся это дело проточить, и у нас максималка падает просто люто, я сейчас конкретно про задние щеки говорю,
И ничего ты с этим не сделаешь, по большому счету. То есть извращаться, делать там какие-то проставки, но это уже совсем Краилова, которая ни к чему хорошему не ведет. Тем более, что шкивы, в общем-то, тонкие. Если у нас выработка там до миллиметра, то никакого смысла вообще это делать нет. Вот, по большому счету. Короче говоря, по-хорошему, если выработка значительная, надо менять. Вот. Ну, если незначительная, ну, не знаю, на мой взгляд, не очень целесообразно. Проблемы проточки, они в чем? Первое, это ровно выставить. Конечно, можно пойти по пути, что торцевать щеку, но важно правильно ее закрепить, чтобы все-таки не упускать соосность совсем. Если мы закрепимся за внутренний диаметр, то 8 у нас возможно, потому что на мопеде соосность задается именно прижимом боковых поверхностей, а вернее прижимом боковой поверхности неподвижной щеки к втулке. То есть самое главное, чтобы не было 8. Вот. Со второй щекой вообще непонятно, потому что там, по сути, есть только одна нормальная база. Это посадка варика на втулку. Но втулка, которая в него запрессована и которая работает по втулке, ну, по которой он двигается на коленвале, она зачастую имеет выработку. И из-за этого, вот, допустим, варик с большой выработкой на втулке у меня получилось только с точностью 1,5 выставить. И там никакая торцовка не поможет. Ничего ты с этим не сделаешь, никак не обыграешь. То есть, по-любому все упрется в то, что ты миришься с определенной кривизной. А кривизна это что? Кривизна это вибрации. А вибрации это, соответственно, нагрузка на мотор. Но это еще не все. Получается, что хоть ты торцуешь щеку, хоть ты укорачиваешь втулку при настройке этого варика, надо четко понимать, что между крыльчаткой и крышкой минимальнейший зазор именно для того, чтобы эта крыльчатка эффективно гоняла воздух и охлаждала варик хоть как-то. Греется он сильно, и охлаждения прям хватает на грани. И то пока чистое. Как только ты торцуешь щеку или укорачиваешь втулку, даже на миллиметр это уже много. Ты сразу увеличиваешь зазор между крыльчаткой и крышкой. И сразу ухудшаешь охлаждение. То есть еще и еще приближаешь, соответственно, конец всему этому делу. Вот. Поэтому мое мнение, не испытывайте судьбу. Доездил, поменял на новое, по-человечески собрал и, собственно, дальше катаешься и радуешься, как белый человек. Как бы голь на выдумке хитра, конечно, но оно того не стоит. Я считаю, что Краилова ведет к Попадалову, и в данной ситуации, если уж вы купили себе нормальный мопед, то, ну, по логике, сначала должны подумать о том, как вы будете его обслуживать, и по логике должны понять, что его обслуживание, чем старше этот мопед, тем дороже стоит. В общем-то и все. Считайте простую математику и думайте головой. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк.